Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира российского шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова. В последнее время судьба не щадит известного российского спортсмена и хореографа Петра Чернышова. Только совсем недавно в жизни Петра Чернышова произошло колоссальное несчастье. Петр Андреевич потерял известную российскую актрису и свою любимую супругу Анастасию Заворотнюк, которая ушла из жизни 29 мая текущего года. Однако спустя 2 месяца траурная музыка вновь звучит из дома Петра Чернышова. Накануне вечером горестное известие обрушилось на близких и родных Петра Андреевича Чернышова. Чрезвычайное событие произошло накануне вечером в столице России во время прогулки на речном катере по Москве-реке. Петр Андреевич Чернышов в компании своих детей и самых близких друзей певца-шамана и 2 членов антикоррупционного комитета, певицы Надежды Кадышевой и артистки Марии Шукшиной, отправились на речную прогулку. Уже во время речной прогулки в Москве разыгралась непогода. Гром, молния и шел проливной дождь. К сожалению, стихийные бедствия принесли несчастные и летальные исходы. В результате стихийного бедствия в виде удара молнии серьезно пострадали 2 человека. Один пассажир катера и певица Надежда Кадышева. Однако стихийное бедствие привело и к летальному исходу. Погибла старшая дочь Петра Андреевича Чернышова от первого брака, молодая российская артистка балета Евгения Чернышова. На момент трагедии дочери Петра Андреевича Чернышова Евгении было 27 лет. В эти минуты близкие друзья Петра Андреевича Чернышова и все его поклонники пытаются поддержать известного российского фигуриста во время страшной трагедии, ведь Петр Андреевич Чернышов перенес второе несчастье за последние 2 месяца. К слову сказать, что недавняя непогода в городе Москве привела и к другим несчастным случаям. Молния ударила по людям, посетителям подмосковного парка «Патриот». Один из пострадавших погиб, другие 2 были госпитализированы. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. На этой неделе Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым перечислили финансовые средства в размере 40 миллионов рублей для увеличения зарплат нескольких категорий жителей Российской Федерации. С 1 сентября текущего года денежные пособия для участников спецопераций и их семей возрастут на 17%. Также будет увеличена зарплата для воспитателей и нянечек детских садов. Вот уже вторые сутки члены антикоррупционного комитета, известные артисты Евгений Сидихин, Максим Дрозд и Александр Розенбаум проверяют работу пенсионного фонда в городе Владивостоке. Проверка только началась, однако уже на данный момент известно, что в работе пенсионного фонда выявлены грубейшие правонарушения. Глава Организации по борьбе с преступностью и коррупцией Никита Михалков заявил, что в течение следующих полгода антикоррупционный комитет проверит все пенсионные фонды на территории Российской Федерации. Одна из главных новостей сегодняшнего дня: продолжается поисковая операция по поиску пропавшего вертолета в Чебдарском ущелье Алтайского края, на борту которого находились члены антикоррупционного комитета, известные артисты Руслан Байсаров, Юрий Назаров, Ирина Муравьева и певец Михаил Муромов, которые перевозили Дэни Байсарова в медицинский санаторий. Несколько часов назад с дронов были сделаны фотографии места происшествия. Действительно, на дне ущелья находится предмет, похожий на вертолет. По
По словам главы МЧС Алтайского края, добраться к месту происшествия очень непросто. Стало известно, что в данное время готовится экспедиция, куда будут входить спасатели, волонтеры и местные жители. Несколько месяцев назад пресс-служба антикоррупционного комитета сообщала, что совсем недавно в результате экспедиции в районе Кармаданского ущелья в заброшенной деревне был найден человек, похожий на актера Сергея Бодрова. Эта новость всколыхнула российскую общественность и всех поклонников Сергея Бодрова, ведь 22 года известный российский артист считался погибшим, и буквально несколько дней назад появились подробности этой истории. В результате анализа ДНК было определено, что найденный мужчина, который по непонятной пока причине лишился речи и памяти, действительно является актером Сергеем Бодровым. На данный момент Сергей Бодров находится на реабилитации. К актеру постепенно возвращается речь, однако восстановление памяти происходит с большим трудом. Пока неизвестно, сможет ли Сергей Сергеевич Бодров вернуться к нормальной жизни, ведь восстановление памяти занимает очень долгое время, а иногда бывает, что этот процесс становится невозможным. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.